Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание новолунию. Друзья, достаточно мощное, интересное новолуние. Обязательно в этом видео поговорим о том, что нам ожидать в ближайшее время. Также поговорим о практиках, которые мы рекомендуем вам провести. Ну и также поделимся отдельными советами на эти дни. Поэтому новолуние и далее все более подробно. Итак, друзья, 30 апреля в 23 часа 20 минут по московскому времени нас ожидает новолуние. Обращаем ваше внимание, что новолуние будет в знаке зодиака Телец. И, друзья, и сам по себе это будет достаточно важный день. Кроме того, у нас еще в этот день ожидается и солнечное затмение. И таким образом мы с вами входим в очень важный этап коридора затмений аж до 16 мая. Обращаю ваше внимание, что коридора затмений вот пугаться не стоит. В нем вообще нет ничего вот такого, знаете, критического, опасного. Просто вы сами для себя должны замечать вот происходящие события вокруг вас. А это с 30 апреля по 16 мая. А также вот именно это время подсветит вам те проблемы, пробелы, на которые вам стоит обратить особое свое внимание и стараться не закрывать на это глаза, знаете, откладывать в какой-то долгий ящик, а нужно попытаться решить это, при этом попытаться решить это переговоров, общения, разговоров, но ни в коем случае никакими, знаете, вот агрессией, ни в коем случае. Кроме того, вы должны понимать, что к любому вопросу, который будет возникать в этот период, нужно относиться с любовью, с гармонией в сердце. Это очень важно. Кроме того, обращаем ваше внимание, что этот период, когда мы с вами будем наполняться новыми свежими энергиями. Также обращаем ваше внимание, что 30 апреля в 23 часа 31 минуту по Москве начинается новый лунный месяц. И вы знаете, это время будет как чистая страница, на которую вы можете записать все свои мечты, свои планы, все ожидания, все то, что вы бы хотели в ближайшее время сделать и реализовать. Также вы можете заложить фундамент и для всего наступающего месяца. Поэтому в этот день полезно мечтать, строить планы. Обязательно делайте практики по привлечению в свою жизнь желаемого, конечно же, денег, здоровья, благополучия, изобилия. Думайте о своей работе, для той работе, которая была бы для вас высокооплачиваемая. Также думайте о своем будущем. И, конечно же, делайте настрой на целый месяц вперед. Конечно же, в новолуние это можно начинать новую работу, новые дела. Даже идите просите о повышении, у вас все будет получаться. Обращаем ваше внимание, что у нас же с вами и частное солнечное затмение, да, будут параллельно, поэтому именно это затмение... Мы немножко отойдем от новолуния, и потом вы поймете, почему. Дело в том, что это затмение, которое нас всех ожидает 30 апреля, затронет людей, которые рождены под знаком Льва, Скорпионов и Тельца. И вот у вас могут назревать какие-то вопросы и сомнения в своем предназначении. Но, пожалуйста, не поддавайтесь эмоциям. И не делайте, знаете, не следует на эмоциях сжигать мосты, закрывать двери, уходить. Главное, чтобы вы в этот период, это касается и Тельца, и Скорпиона, и Льва, в первую очередь лучше всего взвесьте на уровне рассудка, а для этого вам хорошо было бы, если бы вы уединились, провели день на природе или дома, займитесь практиками. Также постарайтесь, чтобы этот день прошел без стрессов и рабочих задач. Благо 30 апреля, друзья, у нас суббота, как правило, все в это время будут у нас дома, потому что, ну, как правило, основная работа у всех в рабочие дни, а суббота, воскресенье выходной, поэтому старайтесь вот в это время находиться дома со своими
любимыми людьми, приготовьте вкусный ужин, займитесь вашими домочадцами и так далее. И, конечно же, вот это новолуние, что немаловажно, оно еще и в знаке зодиака Телец, вы можете заняться финансовыми вопросами, вы можете заняться планированием, пожалуйста, занимайтесь планированием, потому что те люди, которые вот мы работаем, и они начали планировать, писать на целый лунный месяц, у них начали происходить очень такие глобальные кардинальные изменения в жизни. Также займитесь недвижимостью, даже своим каким-то личным хобби, которое вы уже отложили в долгий ящик, решили, что у вас нету времени. Займитесь, потому что каждый из этих дел принесет свои плоды. Также многие люди в это новолуние смогут ощутить повышение мыслительных способностей. И сейчас будет самое лучшее время для умственной работы. Но очень важно здесь избегать негативных мыслей. Забывайте об этих мыслях, они вам не нужны, потому что они вас изнутри уничтожают и разрушают, а также то, что находится вокруг вас. Обращаем ваше внимание, что само по себе новолуние содержит энергию жизни, знаете, вот нового импульса, с помощью которого вы и можете улучшить качество своей жизни. Но давайте вернемся еще к новолунию. Как мы уже сказали, оно будет в знаке зодиака Телец, а это говорит о стабильности, о красоте, о материальных благах, о деньгах, о бережливости. Поэтому в это новолуние вы можете приумножить свои деньги, вы можете понять, что вы хотите в себе развивать, что вы, возможно, хотите себя окружать красотой. Тоже будет очень здорово, если вы 30 апреля, кроме того, как мы уже поняли, что да, новолуние будет 23 часа, то есть достаточно поздно, то есть 30 в субботу вы можете прибраться в доме, разобраться с вещами, которые вам не нужны, очистить дом и себя на всех уровнях. И, конечно же, в само новолуние не стоит вот прямо резко начинать делать какие-то новые дела или стартовать с проектами, которые у вас уже есть. Спокойно и размеренно пропишите план своих действий на ближайшее время, желательно хотя бы на месяц. Напишите, вот что вы видите, что вы чувствуете. Можете на полгода, но с первого раза не всегда у всех получается. Также попытайтесь прописать и финансовые планы на ближайший период. Прописывайте, как вы это видите. Не нужно философствовать, а вот сейчас время тяжелое, у меня может не получиться, работа есть, плохая, неудобная и так далее. Просто пишите. Распределите свои расходы. Просто начните писать, что вы ежемесячно тратите на продукты питания, на вещи, на косметику, на садики, на аренды и так далее, на тот же бензин. Также подумайте о том, какой вы навык хотите в себе развить, а это немаловажно, и в каком направлении идти. Также постарайтесь прописать все свои намерения. Обращаем ваше внимание, что именно этот период будет отличным для развития и для достижения материальной стабильности. Также очень здорово, если вы будете инвестировать в свое обучение. Но есть одна опасность, это очень важно, это наша лень. Если вы будете ей поддаваться, то, конечно же, ни о каких свершениях речи может и не быть, потому что многие планы вы настроите, а вот достигнете ли вы их, но это будет под большим вопросом. Также старайтесь в новолуние не сорить деньгами попусту, потому что ваши траты должны быть с умом. Также обязательно все прописываем. Также обращаем ваше внимание, что хорошо будет для денег, если вы решите для себя, что вы готовы откладывать, копить, инвестировать, а также выполнять различные практики на увеличение дохода. Также, друзья, хотим вам обратить еще внимание на один факт. Дело в том, что этот период с 30 апреля с 23 часов 28 минут по Москве до 3 мая до 23 часов 28 минут по Москве обязательно установите заставку на свой телефон. Карту Таро, пожалуйста, Аркан Дурак. Это нужно сделать всем,
кто желает. Эта карта поможет вам в обновлении энергии, в очищении от устаревших и уже не работающих программ. И также откроет перед вами новые возможности, откроет для вас вот то новое, светлое и интересное. Поэтому, друзья, с 30 апреля по 3 мая устанавливайте на заставку своего телефона карту Таро Аркан Дурак. Далее, что мы еще хотим с вами обсудить в этом видео? Друзья, обязательно проведите следующие практики. Первую практику, которую мы хотим вам дать, это прощание с вашим негативным прошлым. У каждого из нас есть какие-то неудачи, промахи, и все это негативная энергетика. Также обиды, а это такой очень важный аспект, который пропитан отрицательной энергией. Поэтому постарайтесь простить всех, кто-либо вам когда-либо нанес обиду. Конечно, это очень сложно, но все равно проведите практику. После этого сожгите весь свой негатив в пламени свечи. Выписывайте сначала, пожалуйста, на бумагу все самое плохое, а потом сжигайте в пламени свечи. Ну а для улучшения вашего финансового состояния соберите в новолуние 7 разных круп. Там пшено, рис, гречка. И днем в новолуние выйдите из дома и отнесите это птичкам со словами: «Птичка не сеет, не жнет, но ей Бог дает. Птичка не сеет, не ждет, и мне Бог процветание и плодородие дает. Да будет так». И обязательно покормите птичек. Обращаю ваше внимание, что новолуние мы только с вами планируем, но ничего не начинаем реализовывать. Это очень важно понять многим. Ну, а мы с вами начнем действовать уже на 3-й день, когда энергия начинает расти. Вот, друзья, все, что мы хотели сказать об этом новолунии. Друзья, достаточно сильное новолуние в таком вот знаке зодиака Телец, так что давайте используем эту возможность, чтобы привлечь изобилие, достаток, благополучие. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка будет в описании к этому видео, ставьте лайк, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, эта информация действительно будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Выберите то видео, которое на интуитивном уровне вам больше понравилось. И смотрите, там будут подсказки от высших сил. Друзья, всех с прекрасным новолунием в знаке зодиака Телец. Услышимся уже буквально в следующем видео.